15 апреля будет дефолт. Мировая война. Возникают вот такие турбуленции. Все теряют деньги, все пытаются что-то купить. Я тебе должен, все, я тебе прощаю. Рабочих мест нет, новых проектов нет, задница горит. Что нас ждет? Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Ребят, сегодня я хотел бы поговорить о дефолте, о возможном дефолте. Об этом теперь все говорят. Появилась даже дата, 15 апреля, что будет дефолт. Так что такое дефолт? Как дефолт отразится на жизни каждого из нас? Я, который был уже однажды в состоянии, когда был объявлен дефолт, вам все сейчас по полочкам расставлю, и вы все сами увидите и все поймете. Но прежде всего подпишитесь на мои каналы в Telegram, потому что с Ютубом может все в любой момент закончиться. Будьте внимательны. А мы начинаем. Начинаем с заявлений. Морган Стэнли, одна из авторитетных мировых фирм инвестиционных, заявляет, что дефолт практически неизбежен. Собственно говоря, они и называют дату 15 апреля. В общем, ссылаясь на падение там курса акций, облигаций, блокировку резервов и так далее, они говорят, что ну все, дефолт неизбежен. Вы помните, да, я говорил в прошлых выпусках, что Fitch уже присвоил преддефолтный статус России. Песков, пресс-секретарь Путина, уже высказался на эту тему и сказал, что предпосылок для дефолта нет, но если дефолт будет создан искусственно, то, ну, извините. Давайте вместе разбираться, почему дефолт может произойти. Золотовалютные резервы России сейчас находятся на небывалом уровне. Резервы России полностью покрывают долги, и даже еще много остается. Более того, долги не надо платить одномоментно, поэтому вот те небольшие суммы, которые надо заплатить, Россия может легко выплатить. Но заплатить по этим долгам Россия не может, потому что деньги-то в банках, а банки наложили на них арест. Представьте, вам нужно сегодня заплатить по обязательствам в налоговую инспекцию, иначе вас арестуют и что-то там будет не очень хорошее. Вы приходите в банк, даете поручение, а банк говорит: ваши денежки арестованы, мы не можем исполнить ваше поручение. И тот, кто ждет ваш платеж, он говорит: в связи с тем, что вы не заплатили, вы, значит, объявляетесь в дефолте. Смотрите, юридически неспособность или нежелание исполнить обязательства — это все равно, неважно. Деньги не пришли вовремя, значит, дефолт. И дальше начинаются юридические последствия, которые очень страшные, которые тут же, как эффект домино, распространяются широко-широко и влияют сильно-сильно и очень больно. Поэтому техническая неспособность исполнить, в общем-то, вовремя платеж — это реально и есть, в общем-то, предпосылка к тому, что дефолт может произойти. Вот именно в такой ситуации находится сейчас Россия. Деньги-то вроде есть на счетах, но они заморожены. Следовательно, мы сейчас находимся уже в состоянии, что будет дефолт или не будет, зависит от кого? От тех, кто налагает санкции, арестует счета. Все. Еще один очень важный момент. В ответ на блокировку золотовалютных резервов, счетов и так далее, Путин подписал указ: разрешаю платить по долгам в валюте рублями. Вроде бы все ничего, ну хотя бы рублями, но для западных, значит, кредиторов это означает дефолт. Все с тревогой ждут 16 марта, когда пойдут первые платежи. Но на самом деле от 16 марта до 15 апреля как раз будет тот самый месяц, когда по юридическим вот этим вот всем бумагам могут быть урегулированы вот эти вот все казусы. Поэтому с 16 марта мы будем наблюдать, что будет вот по этим платежам. Грейс-период, месяц, когда такой период, когда могут быть взаимные претензии урегулированы, пройдет, и 15 апреля, скорее всего, будет дефолт, если не будет найдено какое-то решение, которого сейчас вот в упор не видно. И сейчас разберем, что же для каждого россиянина будет означать дефолт. Итак, страна, в которой объявлен дефолт, она становится токсичной для инвесторов. Инвесторы прекращают проекты, не хотят туда идти. Знаете, когда дефолт, все схлопывается. Я тебе должен, все, я тебе прощаю, я тебе не буду возвращать и так далее. И, понятно, что в этом смысле все, кто инвесторы и рассчитывает на возврат денег, они при этом сторонятся. То есть страшно,
Но инвесторам страшно, они перестают инвестировать в страну. В результате рабочих мест нет, новых проектов нет и так далее. Галопирующая инфляция, рост цен и так далее. Ну, в общем, все. И все это мы проходили в 1998 году. Мой личный опыт такой. Ну, в банках деньги я потерял, потому что самый надежный банк — Мосбизнесбанк, который вот был столпом, на самом деле, экономики России, вот он грохнулся вместе с моими деньгами. Я пытался снять эти деньги наличными, снял почти $1 миллион, снял наличными, грузовик, целый вот броневик. Я их повез наличными и хотел за эти наличные купить, значит, кровельные материалы, которые потом типа подорожают, потому что там была импортная сырьевая составляющая. И я в кассу, когда начал сдавать этот броневик денег, у них шары были вот такие, то есть они не взяли. В результате в Киришах, куда я привез этот броневик денег, знаете, весь город и все бундюганы города знали, что броневик, набитый деньгами, вот стоит, и который не инкассировали в кассу. И мы, когда ехали назад, мы реально боялись, что нас сейчас возьмут, примут. Я не знаю, каким-то вот чудом нам удалось доехать до Москвы и инкассировать эти опять наличные в какой-то банк. Слава богу, что этот банк не грохнулся, куда мы инкассировали. Вот я вам сейчас рассказываю какие-то вот вроде страсти, да, из какого-то фильма, но это не страсти, это реальность. То есть когда дефолт, возникает вот такие турбуленции. Вот все куда-то бегут, все теряют деньги, все пытаются что-то купить. Самые простые бытовые примеры, что мы ходили на рынок, цены увеличились каждый день. Сегодня стоит что-то 1000 рублей, завтра приходишь — 1500, послезавтра приходишь — 2000. То есть цена росла каждый день, потому что, ну, вот такая вот инфляция была. Поэтому, смотрите, конечно, сейчас много товаров уже производится в России, и там не будет таких эффектов, и это немножко вот успокаивает. Но на самом деле тревога, ну, очень большая. Я вот сейчас рассказываю, у меня такое неприятное вот чувство даже вот, ну, в общем, короче, я не хочу, чтобы это было, потому что это хреново, когда дефолт. Итак, разберемся, чем похожи и чем отличаются ситуации 98 года и сейчас. В 98 году было желание заплатить, но не было денег. Сейчас деньги-то есть, да, и желание заплатить есть, да, но возможности нет, деньги арестованы. Второе. В 98 году именно дефолт вызвал кризис. Сейчас мы уже находимся в кризисе, и преддефолтное состояние и возможный дефолт будет спровоцирован именно вот этим кризисом геополитическим, финансовым, эмбарго, ограничениями, да, вот этим блокировкой золотовалютных резервов и так далее. Это тоже разница. Ну и третье. Ситуация 98 года — это тотальный разгром в экономике России. Ну, это было предтечей, предпосылка того, ну, дефолта. Сейчас состояние экономики страны, ну, на входе, во всяком случае, в этот кризис было очень устойчивое, золотовалютные резервы большие и так далее. Поэтому сейчас основанием не является экономическое состояние, сейчас геополитика. То есть вот это вот тотальное там противостояние в мире. Тоже есть большая разница. Вот я сказал 3 различия, которые были в 98 году и сейчас, но есть и схожести. Схожесть одна. Все мы чувствуем, ну, что задница горит, все мы чувствуем рост цен, все мы чувствуем тревогу и расширяющуюся тревогу. И в 98 году, и сейчас вот это вот состояние, оно нахватывает. Что нас ждет? Вот это волнует каждого из нас, поэтому давайте сейчас об этом и поговорим. Итак, первое. Впервые в риторике Байдена, президента Америки, прозвучали слова «мировая война». С риторики, вообще говоря, всегда все начинается. Акна Авертона. Да, сперва идет какие-то слова, словечки, потом вокруг этих словечек начинается какое-то, ну, высказывание других людей, а потом вдруг вроде как, ну а как? Мы же уже давно об этом говорим, и все. Мировая война. Я в прошлых выпусках говорил о финансовой, экономической, информационной Первой мировой войне. И вот вы видите, Байден тоже подтверждает это. Мировая война, слушайте, с дефолтом или нет, с экономическим кризисом и обнищанием народа или нет, неважно. Мировая война — это всегда ужасно, плохо и много трагедий. Сколько же это все может продлиться? Я так скажу, да никто не знает, сколько это может продлиться. Напряжения только растут, нету конца и края. При росте этих напряжений вот это вот все сдавливание, да, вот это вот разрушение и так далее может продолжаться долго, а последствия от этих разрушений и сдавленные могут быть такими, из-под завалов которых мы будем выползать потом десятки лет. Какие факторы будут влиять на
глубину этой вот всей вот задницы. Продолжающиеся санкции, обрубание и закрытие, блокировки резервов, еще что-то и так далее, конечно же, усиливают вот эту вот глубину вот этих всех вот драматических изменений. Это раз. Скорость разрешения ситуации на Украине, да, тоже влияет на то, будут ли вот эти санкции и давление. То есть это тоже фактор. Можем ли мы с вами здесь, сидя, вот что-то об этом предполагать? Нет, мы не влияем на это. Мы можем только признавать реальность такой, какой она есть, и влиять на то, как мы поведем себя в этой ситуации. И видите, сколько плохих новостей. Но есть и хорошая новость. 98-й год не продолжался до сегодняшнего момента, он закончился. Где-то в 2000 году все улеглось. Да, и потом с 2000 года там, по 2008 был огромный рост, пока не случился там следующий кризис. И так по циклу. И поэтому сейчас, опираясь вот на это знание, что все кризисы, все вот эти вот турбуленции, все всегда заканчиваются, это единственное, что дает мне опору на то, чтобы не потерять сейчас свой разум, не начать делать какие-то неадекватные там вещи и так далее. И я тебе, вот кто меня сейчас смотрит, предлагаю свою модель поведения, свою поведенческую стратегию. Вот это моя поведенческая инновация, именно она помогла мне прожить 98-й год, и именно такая поведенческая инновация моя опора, чтобы прожить эти турбуленции и оказаться в благоприятном будущем. Идем со мной, подпишись на мой канал, подпиши своих родных, близких, отправь эту ссылку просто знакомым людям, чтобы нас стало больше. Идем со мной, вместе пройдем эти турбуленции. Ну и по традиции, давайте размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться за